Okay, rolling. 1 Three. second. 1 second and cool. 3, 2, 1. All right. Last night was obviously an amazing night for you. When the dust settled and you were able to talk to your loved ones, who was the first person you were able to talk to? Вчера вечером, когда уже все закончилось, когда вы получили свою медаль, кому вы в первую очередь позвонили поделиться своей победой и своими эмоциями? Кто был первый, кому вы позвонили? Своей маме. Вчера я сразу, когда пошел на допинг-контроль, позвонил, сделал 4 звонка маме, супруге, брату и своему лучшему другу. Вот, и испытал, да, вот достаточно такие возвышенные эмоции, потому что все эти люди, я знаю, что они смотрели и болели, и были, смотрели у телевизора, а это очень сложно, тем более такая схватка у меня эмоционально была. Я понимаю, насколько у них полное опустошение было. Вот реально, когда я звонил, они говорят, вот ты нам устроил опять. Вот это обратная сторона медали, потому что большой спорт, это я выхожу на ковер, все выдаю, но гораздо сложнее тем людям, которые со стороны. Я позвонил, говорю, ну что вы там, живые вообще, как вы все это пережили? Они говорят, нам так надоела твоя борьба уже. This world title has to be different than Istanbul and in 2015 in Las Vegas. The sacrifices and struggles that you endured, you weren't alone in this. You were with your wife, of course. So when you see her Instagram posts, like Lev's dad is a world champion, you left everything on the mat. I'm bursting with tears. We've waited for this for so long. Emotionally, how did you feel when you saw those? Выиграть этот чемпионат мира для вас было, наверное, немножко по-другому, чем тот, который вы выиграли в 2011 году и в 2015, потому что сейчас у вас уже есть семья, есть ребенок, и вот когда после схватки вы смотрели инстаграм вашей жены, мы тоже посмотрели, я написала, Левушка, твой папа чемпион, я реву от радости, мы так долго этого ждали. Какие были ваши эмоции по этому поводу и что вы можете про это сказать? Знаете, с появлением первенца, вообще нет, надо сказать, вообще сначала, когда у меня появилась семья, сперва, когда я встретил Виолетту, когда мы сыграли свадьбу, когда мы стали официально мужем и женой, я по-новому стал даже тренироваться, бороться, у меня появился новый стимул. Не только до этого я выступал, побеждал и приносил как бы славу и успех своей семье, маме, брату, всем. Но сейчас еще один человек появился, супруга моя, потом после ребенок, и для меня это огромный был стимул, потому что очень много было проблем. Большой спорт — это всегда и травмы, и сложности, и проигрыши, и как раз супруга, и сегодня уже Лева является для меня самым большим стимулом вот именно вот в этой, вот, можно сказать, гонке, да, вот в погоне за этим результатом. И, конечно же, я счастлив. Вчера я был счастлив увидеть и сторис, и позвонить ей, потому что для них, у них слезы вчера текли, они смотрели и плакали, потому что мы очень-очень долго ждали этого момента, очень долго. Я также могу сказать и про маму, брата, про мою семью, про новую семью, про Виолетту. То есть это самое дорогое, что у меня есть. Если мы берем спорт и семья, конечно же, семья — это главная победа. Спорт — это рано или поздно он закончится, а семья с тобой на всю жизнь останется. Can we talk about your performance here in Oslo? Wins over Muhammad Ali, Garay, Tomas Levi, Sanan Suleimanov. How do you evaluate your performance over the last few days? Как вы оцените свое выступление здесь на чемпионате мира? Вы выиграли очень сильных соперников, как Гераи, Леваи. Как вы оцените свое выступление здесь в общем на чемпионате мира? Знаете, перед вылетом сюда нам сказали, что этот чемпионат мира будет крайне сложный, потому что все те, кто не стали олимпийскими чемпионами, все они приедут, для них еще больше будет мотивации проявить себя. И также для тех, кто не попал на Олимпиаду, для них тоже это будет мотивацией сюда приехать и доказать, что они являются лучшими. Так и получилось, у меня была очень тяжелая сетка, у меня были хорошие схватки, и Гераи — это один из самых техничных борцов мира. Это действительно по-настоящему достойный соперник, который уже на протяжении долгого времени находится в обойме. То есть всегда он показывает достаточно яркую борьбу. Вот на него настрой был особенный. Венгер — это тот борец, который лишил меня права бороться на 3-х Олимпийских играх, на моих, в Токио. Естественно, берем, если казах, то это, в принципе, борцовская держава. И в Казахстане, что не борец, то он представляет опасность. И кто у меня еще был?
четвертый. Казах, Сулейманов. Нет, Сулейманов, Ливаи и Ираид. 4, еще один. Ну, И Дмитрий Пушков, Дмитрий это, Пушков. да, Дмитрий Пушков, это борец из Украины, он достаточно давно борется, у него очень опасный партер, и что и получилось, меня поставили, я пропустил 2 балла, и нужно было в кратчайшие сроки отыграть эти, потому что счет 3-1, он такой шаткий, вот, поэтому каждая встреча для меня, она была как последняя, и я бы сказал, что вообще, в принципе, сложность была не этот чемпионат, а подготовка к нему, и вот этот огромный цикл, потому что я нацелился уйти из спорта в этом году после Олимпиады. И мне очень много потребовалось усилий, чтобы найти в себе силы, идти дальше, потому что это действительно был для меня удар, не попадание в олимпийский состав. You're so feared from Parterre, but this tournament you seem to put more importance on early offense and use Parterre as a secondary form to score points. Is that something that you were coming into the tournament hoping to do, was score earlier? Все соперники очень боятся вас в партере, потому что это ваша очень сильная сторона. А в этой схватке у вас был немножко другой план на защиту больше? Или как вы планировали вести финальную схватку? Да, именно финальную. Нет, стратегия была такая же, подавить соперника в стойке и сделать свой коронный прием в партере. В принципе, все то же самое получилось, но мой соперник оказался очень крепким парнем, я не знал его раньше. Раньше мы не встречались, и он по-настоящему настроился, он настоящий боец и показал достойный бой. То есть ему удалось всего 1 балл пропустить в партере. Это, учитывая мои последние поединки, это редкость, чтобы соперник пропускал 1 балл. В основном я стараюсь набирать 4-5 баллов и достаточно хорошую уверенность набираю от этого. А тут я поднял на заднюю, вроде бы все как обычно, прижал, но бросил всего на 1 балл, даже не на 2. Если бы приземлился на живот, было бы 2-1. Естественно, удивился самому себе, потому что вроде все сделал как обычно, подбил, но, видимо, очень координация у него очень высокая у этого борца, видимо, очень гибкий, пластичный. Ему удалось уйти всего на балл, и, соответственно, после этого где-то, может быть, я включил защиту, оборону, да, сдерживал его. Из-за этого я подустал в конце. Но это финал, здесь особая ответственность. Я очень хотел победить, и вот эти эмоции, они не случайно вот именно такие после финала. Вот это счастье, вот эта радость, она не только связана с победой на чемпионате мира, но и с тем, что все закончилось, что эта схватка закончилась. Last night you said you felt you've made some mistakes in the lead up to Tokyo. What was your biggest mistake and how are you going to learn from that moving forward into Paris? Вчера вечером в интервью после финальной схватки вы говорили, что на пути к Токио, во время подготовки вы допустили некоторые ошибки, то, что вы отчитывали дни до Олимпиады и все. Вот. И да, какие вы можете отметить ошибки, которые вы сделали на пути к Токио, и как вы будете их исправлять на пути к Парижу? Ошибка моя, она изначально была, как только закончилась 2-я Олимпиада Рио, я начал для себя отмеривать, создавать себе, так сказать, где-то какие-то мягкие условия для того, чтобы попасть в Токио. То есть где-то бороться, где-то пропустить, где-то чемпионат мира пропустить. И так складывалось, что, допустим, я стал чемпионом Европы, мог поехать на мир, но ввиду каких-то обстоятельств я вот туда не поехал. Знаете, слишком сильно я эмоционально заряжался на Токио, и вот это меня подвело. В данном случае сейчас я получаю удовольствие от каждого дня, находясь в спорте, находясь в борьбе. И сегодня я стал чемпионом мира, завтра будет новый вызов, завтра будут новые старты. Я не буду заглядывать вперед, что будет через 3 года, и говорить сейчас, что я уже готовлюсь к Олимпиаде. Нет, я готовлюсь к предстоящему вызову, который у меня будет через 2, 3, 4 месяца. Вот, а дальше посмотрим. А прошлый цикл чересчур сильно завел я вот эту историю 3-кратной, потому что вы знаете, что рядом со мной родной мне человек, мой пример, мой кумир Александр Александрович Карелин, и я всегда мечтал стать 3-кратным, потому что у нас один тренер, у нас достаточно такая сильная связка, история. У меня получилось 2-ды выиграть Олимпийские игры, у Сан Саныча получилось 3-ды, и я мечтал выиграть 3 Олимпиады, также, чтобы у нас было 6 олимпийских золотых, наверное, 2. Но эта мечта по-прежнему, она в моем сердце, она горит, поэтому я здесь. Мы не будем делать громкие заявления, будем планомерно готовиться. И чемпионат мира в Токио – это первая ступенька. Про Кузнецова еще добавь. Виктор Михайлович Кузнецов.
Ваша Это, да, это мой тренер, это уникальный тренер. Он не только подготовил Александра Карелина и меня, он подготовил еще Владимира Зубкова, да, легендарного борца. Он подготовил еще Данилу Иванова, это призер Олимпийских игр среди сурдоолимпийских игр, это среди слабослышащих. То есть вы понимаете, насколько подарок судьбы, да, в моей жизни. Александр Карелин, Кузнецов, Новосибирск. 80 лет. Да, 80 лет в декабре ему исполняется. И вчера как раз вот у меня вот эта мысль после Рио, когда я стал олимпийским чемпионом, ему тогда исполнилось 75. Естественно, мы приурочили подарок к юбилею 75. В этом году ему 80 лет, и, естественно, у меня огромное было желание, и сейчас оно есть, то есть, точнее, это сбылось, сделать подарок своему тренеру Виктору Михайловичу Кузнецову на 80-летие. Вы знаете, мы всегда даже шутили так, это, конечно, грубо можно сказать, но Виктор Михайлович такой бывает суровый, он говорит, всегда шутит. Я говорю: Виктор Михайлович, все впереди. Он говорит: да что впереди-то, я уже еле двигаюсь, он давно достаточно уже в возрасте, и вот так, с такой сарказмом, да, я, говорит, еле двигаюсь, уже не могу, я уже в возрасте. Я говорю: не, Виктор Михайлович, надо дожить, 3-я Олимпиада. Он говорит: да, говорит, это для меня главный источник силы, и поэтому для него эта победа, мои победы, это как воздух, они продлевают ему жизнь, и от этого я становлюсь еще более счастливым, потому что Виктор Михайлович с самого первого дня находится вот рядом. Be a good time to show him the crown. Sure. Мы хотим вам показать небольшое видео с интервью Александра Карелина, Here's what где он he's, про вас немножко рассказывал. не Посмотрите, оригинально. Я тоже являюсь его заинтересованным болельщиком. что про вас он говорит. Дело в том, Эрик, что я очень хорошо помню, с каким настроением мама Романа привела его в зал борьбы в Новосибирск. Потому что она привела его вслед за его старшим братом, за своим старшим сыном Артемом. Артем уже занимался, и Артем является хорошим борцом. И у нас даже были первые поединки с Романом, когда мы организовываем летний тренировочный лагерь. Всегда раньше мы выезжали, мы старшие, выезжали, обязательно играли с нашими молодыми коллегами, юными коллегами в футбол. И это был очень наглядный урок, как они растут. Как раз вот это поколение Романа. Потому что сначала мы играли с детьми, хотя и борцами, а потом мы с трудом могли им не проиграть, хотя бы в ничью. Поэтому я видел, как он растет, и я вижу, как он изменяется сейчас, став взрослым, став двукратным олимпийским победителем. А я втайне горжусь, что мы с ним тренировались в одном зале, и нас воспитал один тренер. То, что он демонстрирует, очень трудно объяснимое и невозможное к переводу явление. Сибирский характер. На ковре особенно. Роман Власов — яркий представитель этого сложного явления. We're running out. Should ask about Saviour and character. Спасибо. Для меня особая гордость слышать эти слова. Вы знаете, в этом году еще одно главное событие в моей жизни случилось. У меня появился сын, и Александр Александрович стал крестным отцом моего ребенка. Поэтому это не просто кумир и человек, на которого я всю жизнь равняюсь. Это еще родной мне человек. У меня не было отца, и Александр Александрович не только как старший товарищ, он еще как отец мне всю жизнь. Поэтому я благодарен судьбе, этому подарку. Это лучшее, что могло со мной произойти в моей жизни. Еще я хочу одну историю рассказать. Когда в детстве, вы знаете, развал Союза, и моя семья очень сложно перенесла все вот эти события. Нам дали, получается, от государства, моей маме, она приехала из маленького городка в Удмуртии в Новосибирске, и дали квартиру с подселением. То есть на подселении всегда кто-то жил. Трехкомнатная квартира, но одна комната не наша. И вы знаете, постояльцы, они кто наркоман будет жить, то какие-то посторонние люди. И это было очень мучительно для меня, потому что, вы знаете, спортсмен, особенно молодой, он должен держать режим, а когда приходит в раннее, допустим, утро наркоман домой и будет всех, и ворует тарелки, посуду.
для ребенка это же, это, конечно, удар, тем более он это видит все на глазах. Естественно, опасность была свернута вот на другую дорожку. Но в прошествии, когда я стал двукратным победителем первенства Европы по кадетам, это по кадетам только, да, мне было 16 лет, Сан Саныч сделал огромный шаг, он выкупил комнату и приватизировал эту квартиру. То есть вы можете себе представить состояние моей матери, которая воспитывала нас вдвоем с братом одна. Отец ушел рано, ее состояние, когда мы оказались в своей квартире, и не было вот этих посторонних соседей, и у меня появилась возможность тренироваться. То есть это такой знаковый для меня случай. То есть одно дело, когда людям помогают, когда они уже на пике славы, когда они уже становятся олимпийскими чемпионами. Другое дело, я был маленький мальчишка, неизвестно. Призрачное будущее у меня было. Всего лишь дважды первенство Европы выиграл. А Александр Александрович сделал такую поддержку, такой гандикап в моей жизни. Вот так поддержал меня, и я ему очень благодарен. Невозможно описать словами мою благодарность. И я всегда буду хранить ее в сердце. Last question. Mr. Carone said he's proud of the man that you've become. And part of being a man is bringing life into this world. And you just welcomed in life to this world. What is the biggest lesson that Mr. Carone has taught you that you will pass down to your kids? Какой самый главный урок, которому вас научил Александр Карелин, который вы потом передадите и научите своих детей? Александр Александрович, в принципе, своим делом, своим образом жизни, своим трудом протоптал сам дорогу себе в будущее. И, соответственно, был всегда примером и есть примером для таких маленьких мальчишек, как я, которым я был, которым сегодня я уже большой, но тем не менее я беру с него пример. Главный совет, главное напутствие – это всегда быть сильным, это всегда стойко переносить трудности, потому что у меня чуть-чуть отличается карьера от Сан Саныча. Я хоть и выступал 7 раз на чемпионате мира, в течение уже 11 лет являюсь первым номером сборной команды, капитаном команды, но у меня не получилось настолько победную серию, да, столько медалей взять, хотя я всю жизнь стремился именно повторить путь Александра Карелина. Но каждый раз он находил нужные слова после проигранных соревнований, он мне давал четкие советы, что ни в коем случае не впадать в уныние, всегда нужно идти вперед. Отряхнулся, пару дней дал себе отдохнуть, все, вновь поднимаешь голову и идешь дальше. Поэтому главный совет это несмотря ни на что идти вперед, несмотря ни на что, несмотря на какие-то ситуации жизненные. Это ведь не только у нас связано такое теплое отношение со спортом. Это же жизненно бывают сложности, бывают в семье какие-то невзгоды, бывает со стороны что-то там, какие-то люди, которые создают какие-то проблемы. И, соответственно, очень важно наставление и совет старшего товарища. Благо, всегда Александр Александрович был рядом, и я имел возможность прийти, спросить совет, и все совершенно другим образом потом поворачивалось, потому что опыт у этого человека колоссальный. Все, спасибо. Спасибо большое.